Всем привет! Очень рада видеть всех на моем канале. Хочу сегодня показать тортик, который я делала своей брутальной принцессе на день рождения. Ее запрос был на шоколадную вкусняшку. А я же хотела придумать изделие, которое можно будет быстро и красиво сделать в домашних условиях. Но тут нужно понимать, что торт это не печенька. И в любом случае за полчаса ни один действительно вкусный торт не получится. Итак, начнем. Для шоколадного бисквита нужно взбить яйца с сахаром. У меня маломощный миксер, поэтому мне понадобилось на этот процесс 6 минут. Масса должна стать пышной, но при этом может стекать с венчиков. Такой консистенции будет достаточно. Также не лишним будет напомнить о пищевой безопасности. Яйца, перед тем, как их разбить, нужно обязательно хорошо вымыть. В другой мисочке нужно смешать муку, какао, крахмал и разрыхлитель. Теперь нужно смешать взбитые яйца и сухую смесь. Так как какао сильно комкуется, то лучше это делать через сито, так легче будет вмешать какао. Перемешивать нужно аккуратно, лопаточкой снизу вверх, чтобы смесь не опала и не потеряла свою воздушность. Как и для любого бисквита, здесь тоже действует правило: лучше не домешать тесто, чем его излишне перемешать. Далее выкладываем тесто в форму для выпечки. У меня форма разъемная, диаметр 18 см с застеленным пергаментным дном. Выпекать бисквит при 180 градусах 40 минут. После выпечки дать бисквиту слегка остыть и вырезать его из формы. Оставить на решетке до полного остывания, перевернув вверх дном. После остывания до комнатной температуры разрежем бисквит. В идеале его, конечно же, нужно завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник часов на 8, но у меня нет желания ждать столько времени. Так как при выпечке образовался холмик, то сначала нужно отрезать его, а остальной бисквит разрезать на 3 коржа. Я разрезаю бисквиты своим любимым способом. Делаю насечки ножом. В них вставляю нитку, концы нитки переплетаю и тяну. Получаются идеально ровные коржи. Для крема нужно взбить творожный сыр с сахарной пудрой 2 минутки. Потом добавить сливки и взбить до получения более плотной, но при этом воздушной массы, которая на поверхности оставляет рисунок. На это у меня ушло где-то минутки 3-4. После нужно добавить растопленный шоколад. Я его растапливаю в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд. Еще пару минут взбить массу миксером и все, крем готов к работе. Подготовим пропитку для коржей. Для этого смешаем кипяченую воду с сахаром. Приступим к сборке тортика. Первый корж я пропитываю, наверх выкладываю половину крема, разравниваю его, насколько это возможно, и накрываю следующим коржом. Слегка придавливаю его, чтобы крем внизу равномернее распределился. Пропитываю второй корж. Наверх его выкладываю вторую часть крема, но пару ложек оставьте на будущее этого крема. Разравниваю крем и накрываю третьим коржом. Третий корж тоже пропитываю. Остатками крема я смазываю бока, заполняю пустоты, чтобы тортик в итоге был максимально ровным.
Я люблю собирать торт в разъемном кольце с помощью кондитерского мешка, палетки, ацетатной пленки. Но в этот раз я специально решила собрать его без этих всех приспособлений, чтобы было видно, что торт реально сделать каждому человеку, без этого всего. И от того, что крем выкладывается ложкой, он уж точно не станет никак хуже. Еще я слегка смазываю кремом верх тортика. Это делаю для того, чтобы приклеить все возможные крошки наверху и чтобы далее его было легче выравнивать. Полученный торт обматываю пищевой пленкой, чтобы он не заветрился, и отправляю в холодильник часика на 4 хотя бы. Хотя в идеале ему нужно стоять часов 8. Для выравнивания тортика сделаем простой, но очень вкусный шоколадный ганаш. Для этого нужно нагреть сливки до такого состояния, когда над ними начнет появляться пар. Такой температуры сливок будет достаточно, чтобы растопить шоколад. Бросаем к сливкам шоколад и даем постоять пару минут, чтобы он подтопился. Затем перемешиваем для ускорения процесса. Если вдруг вы боитесь, что теплоты сливок будет мало для растворения шоколада, то его можно предварительно подтопить в микроволновке. И, кстати, шоколад здесь я использовала самый обычный из обычного магазина, не кондитерский. После полного растворения шоколада нужно его активно перемешать со сливками и дать ганашу остыть до такой консистенции, чтобы было удобно с ним работать, как показано на видео. Приступим к выравниванию тортика. Не буду тут обманывать, но если вам нужно идеально выровнять торт, то без шпателя и вращающегося столика обойтись очень трудно. Но для домашнего чаепития вполне его можно выровнять широким ножом. Если ганаш кажется жидковатым или с ним не очень удобно работать, то лучше его поставить в холодильник где-то на часик. А вообще, выравнивание тортиков – это коварная вещь. Всегда найдется к чему прицепиться. В конце концов, главное – это вкус. А вкус этого торта просто прекрасен. Пробуйте, экспериментируйте и желаю вам удачи на кухне!